Довольно часто так бывает, что принимаешь какое-то хорошее решение, все понятно, ты такой умник, буду заниматься физкультурой, буду заниматься спортом, буду регулярно чему-то учиться важному, буду делать то, буду делать все. Это то, что называется New Year Promises у нас в Америке. Это такие обещания самому себе на Новый год, которые люди какие-то дают. Ну, и вы знаете, что с этими обещаниями часто происходит. Очень часто человек этого просто не выполняет. Он дает себе обещания, потом сам себе нарушает, и потом он в такую петлю погружается. Ой же, я жалкое ничтожество, я не могу выполнить даже такие простые вещи. Я запланировал заниматься физкультурой там 6 дней в неделю, а теперь, значит, я это попробовал и бросил, или я там захотел бегать, и я там купил красивые кроссовки, и на этом все остановилось, что-то в этом роде. Вот здесь мы говорим с вами о таком предмете, как дисциплина. Что такое дисциплина? Дисциплина — это, по сути, то, когда человек следует каким-то определенным правилам, которые, если это самодисциплина, это правило, которое он сам установил. Если это какая-то команда, то дисциплина в команде — это значит, что люди следуют тем правилам, которые установлены в команде. Довольно простой предмет. Если у вас было такое, что вы какие-то правила для себя устанавливали, а потом вам не удавалось этим правилам следовать, ставьте лайк этому видео. Возможно, вы сейчас увидите ответ здесь. Итак, дисциплина — это просто правила, разумные правила, которые вы для себя устанавливаете и которым вы следуете. Но нужно отметить одну важную вещь. Сами по себе это правила, сама по себе это дисциплина, а это не то, что приводит вас к какой-то большой цели. Да, вы хотите стать большим предпринимателем, создать большую компанию, заработать кучу денег, это прекрасно. Сама по себе дисциплина вас к этому не приведет. Это очевидно, потому что, чтобы создать большую компанию, тебе нужно поставить соответствующую цель, тебе нужно прописать планы, да, и потом тебе нужно каждый день что-то делать. Вот в этом моменте дисциплина играет абсолютно важную ключевую роль, потому что если на пути к своей большой цели ты каждый день, или каждую неделю ты не делаешь чего-то важного для достижения цели, ты ее никогда не достигнешь. И я могу вам сказать, есть много людей, которые являются потрясающими мечтателями, которые читают умные книжки, которые ходят на всякие тренинги. Они мечтают, они визуализируют, но они, черт побери, ничего не делают. Ежедневно, еженедельно ничего не делают, чтобы эти прекрасные мечты реализовать в жизни. И вот здесь выходит на сцену Его Величество Дисциплины. Или Ее Величество Дисциплина. То есть, по сути, достижение в жизни — это сочетание двух этих вещей. Это вашей способности мечтать, ставить эти цели, находить пути. И второй важный компонент — это дисциплина, потому что это то, что помогает вам каждый день делать какие-то правильные шаги в направлении этой цели. Вот поэтому она важна. И я могу вам порекомендовать такие 3 шага, которые помогают поднять уровень вашей самодисциплины, помогают вам ее как-то включить. Первый шаг, казалось бы, к дисциплине никакого отношения не имеет. Надо поставить себе цели. Поставить себе такие цели, которые вас вдохновляют. Не те цели, которые вам навязывает социум и говорит, что это важно, чтобы у тебя было и то, и это, иначе ребята на тебя будут как-то не так смотреть. Я имею в виду те цели, которые вызывают у вас эмоциональную отдачу. Обдумал, что ты сказала, очень вдохновился. Ой, зайка, какое счастье! Ага. Потому что дисциплина — это не всегда что-то приятное. Заставлять себя делать каждый день — это не прогулка по пляжу. Это требует усилий. А для того, чтобы совершать усилия, нам, человеческим существам, нужно иметь причину. Мы не можем без причины просто совершать усилия. Нам нужна какая-то большая причина. Понимаете? И поэтому начинать надо не с дисциплины. Начинать надо с цели, чтобы первое — это обозначить себя вот эту причину. Полюбить эту причину, захотеть эту причину, захотеть этого достичь и осознать, что вот для этого на самом деле нам, наверное, нужна будет какая-то самодисциплина. Итак, это первый шаг — цели. Второй шаг — эти цели надо превратить в какие-то планы. Потому что мечта, она и останется мечтой до тех пор, пока мы не найдем какой-то способ ее реализовать. Хотя бы в общих чертах. Последовательные шаги, которые нас к этой цели приведут. Если, например, у вас есть цель, связанная с тем, чтобы ваш бизнес круто организовать, чтобы он рос, развивался, у вас была крутая команда,
возможно, неплохим шагом в вашем плане будет пройти мой бесплатный мастер-класс, как усилить команду и повысить эффективность бизнеса, чтобы выжить в трудные времена. Ссылка, кстати, оставляю ссылку на этот мастер-класс под этим видео. Итак, это план. То есть вы составляете план с какими-то большими шагами. Запомните, парни, как бы редко ни происходили события, во всем есть план. Друг? Знаете, я всегда, когда планирую на большой промежуток времени, я прям рисую такой таймлайн. Там у меня года, здесь у меня бизнес, здесь у меня таймлайн. Это моя жизнь, это какой-то быт, моя семья, дети, жена и все остальные части жизни, духовное развитие. То есть это все вот такие графики, прямо таймлайны по годам. И я смотрю, как эти все области жизни, потому что мы живем же не только ради бизнеса, верно? То есть эти области жизни, как они между собой на самом деле взаимосвязаны. А потом, конечно же, этот план, мы берем какой-то ближайший шаг, и мы начинаем по-настоящему планировать. Мы начинаем помещать это в календарь. Календарь, чтобы он превращался в конкретные действия. И вот здесь нам уже нужна будет дисциплина, нужны будут правила, чтобы следовать этим действиям. Но здесь мы начинаем совершать первые ошибки, потому что у нас есть рутина, и она не стоит в календаре. А рутина и какие-то текущие проблемы, они всегда кусают больнее, потому что, это большая цель, я не двинулся к ней сегодня, возможно, я смогу завтра что-то с этим сделать и двинусь завтра, понимаете? А вот эта проблема, этот клиент, с которым я не справляюсь, или эти сотрудники, с которыми я не справляюсь, это прямо сейчас горит, поэтому мне нужно делать это в первую очередь. Поотвечаю на все письма, а потом займусь чем-то важным. То есть мы обычно, когда планируем свой день или свою неделю, устанавливаем в соответствии с нашими правилами дисциплины, мы очень много не учитываем. Мы планируем только, во-первых, самое основное. И, кстати, мы планируем слишком оптимистично, как правило. То есть мы планируем 40-50 часов в неделю. А на самом деле, если ты планируешь больше 25-30 часов в неделю, то ты уже попал в ловушку, потому что ты не запланировал же все задачи. А письма входящие, а какие-то звонки, а какие-то новые вопросы. То есть если вы хотите, чтобы для вас дисциплина работала, когда вы планируете какие-то ваши важные для вас занятия, например, занятия спортом, обучение, вашу работу, саморазвитие и все такое, рабочие вопросы, планируйте реалистично, чтобы в вашем календаре оставалось 30-40% времени на все, что является непредвиденным, неожиданным, и тогда вы сможете выполнять то, что для вас действительно важно. Следующий, третий шаг очень важный. Цели будут меняться. То есть, когда вы планируете вот эти прекрасные цели, ставите себе задачи, а потом ставите задачи в календарь, то есть вы смотрите из точки, которую мы можем назвать настоящее время. Понимаете, пройдет день, 2, 3 недели, вы становитесь более компетентным. Вы видите то, что вы и раньше не видели вообще. У вас точка зрения меняется. А что это значит? А это значит, что ваши цели долгосрочные надо пересматривать. Я не предлагаю вам их пересматривать каждую неделю, это глупо. Но хотя бы раз в несколько месяцев вам нужно обязательно пересматривать долгосрочные цели и от чего-то отказываться, что-то добавлять, на что-то наводить фокус и более конкретно детализировать. То есть планирование для того, чтобы дисциплина работала, для того, чтобы продолжать следовать этим важным для вас принципам, правилам и так далее, вам нужно периодически переоценивать, смотреть заново на ваши цели и смотреть заново на эти правила. Итак, это мои 3 совета, такие 3 шага. Что вам еще поможет не сходить вообще с вашего маршрута, с ваших целей? Несколько таких небольших рекомендаций. То есть первое, обязательно планируйте не только рабочие цели, планируйте все важные аспекты вашей жизни. Например, для вашей жизни мега важно ваше хорошее самочувствие. Если вы не будете спать по 8 часов в день, рано или поздно ваша усталость накопится, вы будете делать ошибки, и как минимум вы меньше кайфа от жизни будете получать. Если вы не будете планировать заниматься физкультурой,
на приемлемом для вас уровне сложности. Понимаете? Может быть, вы никогда не занимались, но что же для вас будет физкультурой прогулки. Для кого-то легкие пробежки, для кого-то более интенсивные занятия. Это должно быть разумно, это должно быть рационально. Но если у вас не будет никакой физической активности, скорее всего, достижение вот этих больших, прекрасных там бизнес-целей вам не принесет, в конце концов, радости. Вы не сможете получить кайф, потому что будете больным и разбитым и так далее. Поэтому, когда вы планируете все области жизни и, в первую очередь, свое здоровье. С тобой все в порядке? У меня еще один приступ. Что? У меня еще один приступ. Звони 911. Успокойся. Черт возьми. Второе важное замечание такое. Когда вы установили правила, и вы стараетесь ему следовать, и у вас не получается, не самообесценивайтесь. То есть не пытайтесь, никогда не думайте о том, что со мной что-то не так. Я, наверное, слабохарактерный, жалкий червяк и все такое прочее. Попробуйте сначала посмотреть аналитически. Потому что, как правило, если вам не удается следовать каким-то установленным правилам, это значит, что вы чего-то не учли. Например, вы решили заниматься английским с 7 утра до 8 утра, как это делаю я, предположим. Потому что мозги хорошо в это время работают. Но вы, например, не учли, что для того, чтобы просыпаться в 7, начать заниматься в 7, вам нужно проснуться, максимум в 6:30, а для этого нужно в 10:30 по-хорошему лечь спать, чтобы вы выспались, чтобы вы могли приготовиться ко сну, чтобы вы отдохнули, чтобы у вас мозги работали. Но вы это не учли. И вы пытаетесь просыпаться в 6:37, идти на урок английского. На третий день вам становится от этого тяжело, вы не можете проснуться и так далее. Не старайтесь, не надо себя обесценивать. Просто аналитически проанализируйте. Может, вы неправильное время выбрали. Может быть, неправильное место выбрали. Может быть, вы просто не учли в своем календаре, в своей дисциплине, в своей рутине какие-то более важные для вас моменты, от которых вы не можете отказаться. Посмотрите на свои цели. Может быть, там вы просто какие-то цели не поставили. То есть самое главное, старайтесь ко всем отклонениям относиться аналитически. Скорее всего, вы просто что-то не учли. Следующий совет – это когда вам удается следовать тому, что вы запланировали, обязательно себя вознаградите чем-то. Прям так решите. Вот если я это сделаю вот так, так и так, я выполню все эти задачи, я смогу надеть свой любимый шлем, сесть на мотоцикл и прокатиться в ближайший кофе-шоп. Или еще что-то сделать, то, что вам приносит кайф, вам приносит удовольствие. Это работает. Самовознаграждение работает. Знаете, когда я писал свою первую книгу, а когда ты пишешь книгу, тебе надо писать, 6 тысяч слов в день, примерно, черновика. И это очень много, на самом деле. И особенно тяжело с утра разогнаться, когда тебе нужно выйти в этот поток с большим количеством слов. Я себе устанавливал правило, что пока я не написал определенное количество слов черновика, я просто не получаю обед. И знаете, время обеда приближается, в животе начинает урчать, ты хочешь есть, и ты начинаешь ускоряться. Эта штука работает. Придумайте для себя какие-то игры, придумайте какие-то вознаграждения, которые будут помогать вам следовать вот этой рутине, этой дисциплине.